Всем привет, друзья! У меня есть вот такой старый потертый махровый халат, но я его не выброшу, а сделаю кучу интересных и полезных вещей для дома. Итак, для начала отрежем рукава. Затем я отмеряю 75 сантиметров и отрезаю халат. Затем нижнюю часть халата разрезаю по боковым швам. Верхнюю часть мы пока откладываем, она нам еще пригодится, и будем работать с задней частью халата. Получившийся вот такой квадрат я складываю пополам. Отрежем шов подгибки. И затем отмерим 30 сантиметров сверху. Далее с одного края отмеряем 15 сантиметров. И с этой точкой мы соединим оба конца нашего прямоугольника. Вот таким образом. Плавными линиями. И вырезаем. Готово, и разрежу вдоль нашу получившуюся деталь пополам. Итого у нас получилась деталь высотой 30 и длиной 75 сантиметров. Затем складываем эти детали лицом к лицу и будем прошивать по изогнутой линии. Также нам необходима будет еще полоска ткани размерами 5 на 20 сантиметров. Мы сошьем ее пополам на 1 сантиметр от края. Готово, и далее с помощью булавки выворачиваем. И наша петелька готова. Пришивать ее будем вот с этого края. Складываем между двумя деталями. Вот таким образом. И прошиваем одной строчкой по верху. Готово. Обрезаем лишние концы петельки. И нам осталось обработать край. Подворачиваем 2 раза и прошиваем по всему периметру на 1 мм от края. Итак, готово. Я думаю, многие уже догадались, что это будет полотенце для сушки волос.
Посмотрите, как аккуратно обработан у нас уголок. И осталось только пришить пуговицу с противоположного края. Желательно взять большую пуговицу. Я взяла вот такую необычную. И пришиваем ровно по шву. Итак, готово. Наше полотенце для сушки волос полностью готово. Его будем закручивать вот таким образом и сзади закалывать на эту пуговицу. Получается своего рода вот такая шапочка. Сейчас покажу на себе. Эта шапочка будет удобна после мытья волос. Берем то место, где пуговица, и подвязываем сзади. Затем переворачиваем несколько раз наше полотенце и завязываем на пуговицу. Готово. Вот такая теплая, уютная шапочка. Можно применять, пока волосы сохнут. Также очень удобно для косметических процедур, чтобы волос не мешал. Итак, друзья, следующая идея из старого махрового халата. Берем переднюю часть, она у меня достаточно потерта и изношена, но мы все равно найдем ей применение. Отрезаем половину. Складываем ее пополам вдоль длины. И сошьем из этого отреза удобную и мягкую насадку на швабру. Я взяла свою швабру и по ней прямо буду мерить. По краям мы оставляем по 10 сантиметров. Отрезаем лишнее. С этого края у меня 4 сантиметра. Итого при размерах моей швабры 40 на 10 сантиметров я взяла деталь 60 на 14 сантиметров. Выровняем ее по длине. С одной стороны у нас край получился уже обработанный, это подгибка халата. С другой стороны мы подогнем на 2 сантиметра и прошьем. И также мы сложим лицом к лицу деталь пополам и прошьем ее как бы в трубу на 2 сантиметра от края. Готово. Далее выворачиваем получившуюся трубу. Затем нам опять понадобится швабра. По ней мы будем закреплять края. Загибаем края с двух сторон и прикалываем булавками. Далее убираем швабру и прошьем те края, которые мы закололи.
Итак, наша многоразовая насадка на швабру полностью готова. Выглядит очень симпатично. Давайте посмотрим, как она будет в деле. Мягкая, удобная тряпочка получилась. Мыть ей одно удовольствие. Итак, друзья, третья идея, что я сделала из старого махрового халата. Это чехол для грелки. Для этого я использовала два рукава. Прикладываю грелку к первому рукаву, оставляя 1 см, отрезаю лишнее на припуске на швы. Далее произвольно делаю метку, там у нас будет кармашек. От этой метки отступаю 2 см и отрезаю. У нас получилась вот такая деталь, разрезаю ее пополам. И нам необходимо будет сшить низ грелки на 1 см от края. Далее приступим к выкройке верха грелки. Также прикладываем к верху и, оставляя 1 см на припуске, обрезаем до нашей метки. На этой детали от метки вниз мы отложим 4 см. Далее одну сторону детали мы уменьшим на 2 см. И получившиеся две детали мы сошьем по верху также на 1 см от края. Готово. Далее мы эти две детали сошьем в одну длинную деталь. Берем ту сторону, что короче предыдущей, и сшиваем ее с первой деталью, тоже на 1 см от края. Готово. Вот такая длинная деталь у нас получилась. Обработаем концы, подвернем на 1 см от края и прошьем. Готово, концы мы обработали. И далее складываем деталь лицом к лицу вот таким образом. Разворачиваем полностью низ, вверх, выравниваем, все расправляем, и у нас получается вот такой небольшой нахлест для кармана. И прошиваем обе стороны на 1 см от края. Кот мне тоже шить помогает. Итак, друзья, наш чехол для грелки полностью готов. Выворачиваем его и не забываем отрезать уголки. Так проще и лучше будет вывернуть. И вставляем туда грелку. Посмотрите, как просто и удобно вставить грелку в этот чехол. Очень симпатично, очень приятно на ощупь получилось. С такой грелкой вы точно не обожжетесь,
а получите приятное мягкое тепло. Для того, чтобы наполнить грелку, стоит лишь вытащить вверх, открыть, наполнить, снова закрыть и легко одеть чехол назад. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения и до новых встреч! Шейте и носите с удовольствием!